Тема занятия 15. Метод секущих сфер. Но прежде чем мы приступим к непосредственному выполнению задачи, которую вы видите справа, необходимо вспомнить немножечко из теории, которая позволяет успешно решать эту задачу. Первое понятие, которое надо вспомнить, это что такое соосная поверхность. И вот здесь, на этом рисунке, вы видите две поверхности, которые имеют общую ось. Такие поверхности называются соосными. Такие поверхности на одной из проекций имеют линию пересечения в виде прямой. Вот видите, здесь линия пересечения прямая. Так, и если мы посмотрим вот здесь, она прямая, а на горизонтальной проекции, то это было бы что у нас? Окружность. Может быть наоборот, в зависимости от положения. Второе понятие, которое нам необходимо вспомнить, это сфера. Здесь изображена полусфера, половинка сферы. Сфера — это поверхность, образованная вращением диаметра окружности вокруг своей оси, вследствие чего у нее может быть великое множество осей вращения. То есть для сферы вот этой может быть эта ось вращения, а может быть и эта ось вращения тоже. А для цилиндра ось вращения вот здесь, она проходит определенно задано. То если у нас присутствует сфера, то в этом случае мы можем считать, что это будут тоже соосные поверхности, и линия пересечения у них будет здесь прямая. Прямая, как вы видите на этом рисунке. Так вот, теперь переходим непосредственно к нашему заданию. Для успешного применения метода сфер для построения линии пересечения необходимо, чтобы выполнялись три условия. Первое условие. Пересекающиеся поверхности должны быть поверхностями вращения. Ну, давайте сразу здесь оценим и подумаем. Являются? Являются. Второе. Оси поверхностей должны пересекаться, так как через точку пересечения можно провести сферу, соосную поверхностям вращения. Пересекаются оси. Вот одна ось, вот вторая. Здесь пересекаются. Третье. Оси поверхностей должны быть параллельны плоскостям проекций. Ну, то есть, вот видите, эта ось, она параллельна фронтальной плоскости проекции. Эта ось параллельна горизонтальной плоскости проекции. Вот три таких условия, которые должны соблюдаться. Ну а теперь давайте попробуем применить метод сфер. То есть мы сначала должны найти линию пересечения одного конуса со сферой. Эта линия пересечения будет у нас прямая. И потом линию пересечения со вторым конусом. Это тоже будет прямая. Строить мы все будем здесь на фронтальной плоскости проекции. Очевидно, что линии пересечения будут начинаться вот здесь, в этой точечке, раз, и заканчиваться два вот в этой нижней точке, с одной стороны, и будет начинаться здесь и заканчиваться здесь. Давайте изобразим сферу вначале. Значит, центр, это будет центр пересечения осей, и радиус этой сферы, ну, поставим, вот если мы, посмотрите, поставим максимальный, то линия пересечения будет у нас, то есть нам надо так, чтобы сфера пересекала оба конуса, да. Будет она пересекать? Будет, да, пересекать. И линии пересечения, ну, давайте я ее изображу все-таки, да. Линия пересечения будет у нас, вот она одна. И это линия пересечения сферы с вертикальным конусом. А теперь линия пересечения сферы с конусом, который расположен горизонтально. Вот эта линия, да, вот эта линия. Теперь, где будет здесь общая точка? Ну, общая точка, вот она будет, да, так она и будет, да. Это в том случае, если мы изобразили сферу
максимально возможного радиуса. Но нам это, видите, она само собой, так эта точка известна. Поэтому мы изобразим сферу радиусом поменьше. Значит, и смотрим так, чтобы она пересекала у нас и один конус, и второй. Изобразили. Теперь давайте построим линию пересечения сферы с вертикальным конусом. Построили. Теперь линию пересечения сферы с горизонтальным конусом. Построили. И где у нас будет находиться общая точка пересечения? Вот она, да, эта точка одна у нас есть. Дальше, вот эта точка у нас, она само собой есть. Правильно? Значит, вот эта точка внизу, она тоже есть. Так, тоже имеется. С правой стороны одна точка у нас имеется. И вторая точка здесь имеется. Ну, мы сейчас обращали внимание на что? На то, как будет у нас пересекаться здесь, в левой линии сечения. Но посмотрите, у нас же наша сфера будет пересекать конус и в двух других местах, да, в двух других местах. И вот здесь что? Будет то же самое, общая точка. Есть, построили. Ну, теперь давайте построим еще одну сферу, которая будет радиусом немножечко поменьше, да, поменьше. Ну, может быть, чтобы мы не путались, я ее построю там другим цветом. Построим ее чуть радиусом поменьше, но в то же время, чтобы она пересекала оба конуса. Вот так. И теперь построим линии пересечения. Линия пересечения горизонтального конуса, это будет у нас вот здесь, в этом месте. Дальше линия пересечения конуса горизонтального также будет здесь находиться. И линия пересечения конуса вертикального будет находиться вот здесь. Вертикального и линии, собственно, все, да, еще будет у нас линия пересечения вертикального конуса будет у нас вот здесь. Ну, теперь давайте изобразим точки, где у нас получается. Ну, вот одна точка здесь, общая, да, точка получилась. Вторая общая точка здесь получилась. Ну, а посмотрим внизу, да, где у нас пересекаются точки. Вот еще одна получилась точка. И вот она, еще одна точка, то же самое здесь получилось. Вот есть. Ну что, мы имеем вот уже ряд точек, так, и попробуем теперь еще один раз построить сферу. И построим мы ее тоже, чтобы она пересекала, да. Но видите, так она пересекать не будет, а так будет, да, вот так. Нет, маловато. Нам надо вот такого радиуса. Ну, вот так хотя бы, да. Не хочет так строиться. Давайте мы ее размер зададим. Так, 17 миллиметров. Вот так. И теперь построим то же самое линии пересечения. Вот первая линия будет у нас здесь. Так, она должна быть параллельно получиться у нас. Точка пересечения здесь. И вот здесь. Вот так. Одна. Вторая линия пересечения будет здесь и здесь. Мы говорим пока про конус, конус горизонтальный. А вертикальный конус у нас будет пересекаться где? Ну, очевидно, что он будет пересекаться в одной единственной точке, да?
в одной единственной точке. Вот так. И теперь ищем, где будут у нас пересечения. Это одно пересечение, это второе пересечение. И по всей видимости вот здесь будет у нас идти кривая, и это будет что? Самая дальняя точка. Да, самая дальняя точка. Ну а здесь внизу ничего сфера не пересекает. Ну вот все, больше мы здесь точек построить никак не можем. Теперь давайте построим непосредственно саму линию пересечения, так как у нас она получилась. Наша линия должна начинаться здесь, здесь, идти в эту точку и попадать вот в эту точку. Вводим. Дальше. Линия пересечения должна идти здесь, 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 здесь и попадать вот в эту точку. Построили, да? Так, теперь осталось, что нам подумать, что мы будем видеть, что мы не будем видеть. Вот этот кусочек конуса мы видеть не будем, да? Поэтому он должен быть у нас пунктиром. А вот этот кусочек видеть мы не будем, поэтому он будет пунктиром. Так, значит, у этого конуса вот этот кусочек мы видеть не будем, поэтому он будет пунктиром. И у горизонтального конуса вот этот кусочек видеть мы тоже не будем. Да? Вот таким образом выглядит линия пересечения. Линия пересечения. Здесь на фронтальной плоскости проекции. Ну а как же построить эту линию пересечения здесь на проекции горизонтальной? Значит, для этого давайте мы сначала обозначим точки. Обозначим. И точки наши будут называться так. Вот это пускай будет у нас точка 1, проекция 2. Дальше вот эта точка, это будет 2, проекция 2. Это, нет, не это, вот это будет 3, проекция 2. Это 4, проекция 2. 5, проекция 2. И 6, проекция 2. Здесь точки у нас будут 7, проекция 2. Дальше 8, проекция 2, 9, проекция 2, 10, проекция 2 и 11, проекция 2. Вот такие точки у нас здесь получились. Значит, эти точки нам надо построить здесь. Ну и давайте подумаем. А если мы бы проводили бы, вот, значит, у нас эта линия принадлежит, она чему? Поверхности вертикального конуса. Если мы проводили бы, значит, секущие плоскости, вот так провели бы, например, ну давайте я проведу тут такую плоскость, вот, например, ну первую даже через 7 проведу. Значит, вот так проведу секущую плоскость, то, смотрите, что у меня бы было. В результате, что бы я там видел? Я бы видел окружность. Какого радиуса? Ну, вот такого, да, вот такого радиуса окружность. Вот она, 11 миллиметров, и на ней лежала бы точка 7. Значит, ну, я так и изображу окружность радиуса. Мы здесь точно померим. Ну, точно 11, да? Радиуса 11. Вот, 11. И точку 7, если мы линию связи проведем, вот из точки здесь, то она должна у нас оказаться вот здесь. Значит, одна точка есть. Теперь дальше, если мы проведем плоскость секущую вот здесь, через точку 1, 2, то мы получим окружность. Она будет у нас, ну сейчас
Проведем ее дальше. Окружность радиуса меряем 13 миллиметров. Значит, вычерчиваем окружность радиусом 13 миллиметров и проводим линию связи из точки 1, 2 вот сюда. И мы вот получаем здесь точку 1, 2. Проекцию точки 1, проекция будет 1. Да? Ну, может быть, давайте пометим, да, чтобы мы не запутались. 1, здесь 7. Да? Так, проекция будет здесь у нас вот это. Это будет 1, 1, а это будет 7, 1. Есть две точки. Ну, как вы видите, там это точки будут что? Максимальные, да, которые удалены, да. Максимально удалены. Все остальные точки мы строим точно таким же способом, да, способом. Ну, здесь, вот видите, проводим. Опять же, вот здесь, там, где точка вот 2 располагается, да, проводим секущую плоскость. И эта плоскость у нас будет, и смотрите, мы меряем расстояние вот до сюда, до образующей конуса. Вот отсюда и до сюда меряем. Вот так. Это 14 миллиметров. Так, расстояние будет, радиус 14 миллиметров. И будет находиться эта точка, обратите внимание, она будет находиться, ну, в другом месте, да, вот сама точка, и линию связи здесь проводим. У нас будет две таких точки. Одна будет у нас находиться вот здесь, и одна будет находиться вот здесь. Так. Ну, наверное, их надо сразу подписывать, да, чтобы мы их потом не потеряли. Значит, эта точка у нас будет 2, проекция 1. И это тоже будет 2, проекция 1. Ну, с двух сторон. Ну, одна со штрихом, а вторая так. Построили, да. Так, теперь дальше смотрим. Точка вот эта, 3. Значит, измеряем, какой же тут будет радиус. Значит, от оси мы меряем до образующей 14 миллиметров. 14 миллиметров. 14. Опять же проводим. Так, ну да, это 14. И проводим линию связи. Вот из точки 3. Точка 3 вот здесь. И проводим вниз. Так. Смотрите, что-то у нас тут радиус, да? Наверное, они совпадают, да, почти. Ну, мы округляли немножко. Значит, радиус, еще раз проверим, 14 миллиметров. 14. Ну, почти не отличается, да? 14,5. Вот так. 14,5. Ну и проводим линию связи из точки 3. Вертикально вниз, точка 3 вот здесь. И вертикально вниз проводим. Так, вот она точка, будет 3. Она вот на этой окружности будет лежать. Раз. И вторая будет на противоположной стороне. 2. Так, подпишем, чтобы мы ее не потеряли. Значит, это будет у нас 3, проекция 1. 3, проекция 1. И вот здесь это будет 3, проекция 1. Есть.
Дальше смотрим. Третья, да, потом четвертая точка. Меряем окружность от оси и до образующей. 16. Так, 16. Проводим линию связи с четвертой точки вниз. И изображаем четвертая точка. Вот она будет. 1 и 1. Подписываем четвертую точку. Ну, тут даже подписать ее негде, да? Так, 4 проекция 1. И ну, вот здесь 4 проекция 1. Так, дальше. Пятая точка. Пятая точка. Измеряем радиус от оси и до образующей. Ну, образующий. Так, это у нас получается на образующий. Тут сложно нарисовать, да, штриховая линия. Так, меряем от оси и до образующей. Получается 18. Вот тут 18 миллиметров. Изображаем окружность 18 миллиметров. Проводим линию связи из точки 5 и вниз. Под углом 90 градусов. Так, не 90. Еще раз. Из точки 5 вертикально вниз. Провели. И теперь непонятно, да, какая-то линия. Давайте мы ее сделаем другого цвета. Это будет красная, да? Так, и красная линия самую дальнюю окружность. Где у нас будет пересекать? Вот здесь, видите, это будет точка 1, да? Раз. И вторая эта точка будет вот здесь. 1 миллиметр. Подпишем эти точки. Так, это будет 5, проекция 1. И внизу тоже 5, проекция 1. А теперь подумаем, давайте. Значит, что у нас будет? Когда мы будем смотреть сверху на эту линию пересечения, то все, что лежит до вот этой оси, то мы будем видеть. То есть от точки 1 до точки 5 мы все будем видеть. А вот от точки 5 до точки 6 мы этот кусочек видеть не будем. Так, точки 6 у нас нету. Да? Давайте ее то же самое построим. Проведем вот тут плоскость. Так, измерим здесь радиус 22,5. Да? Проведем такую окружность. И найдем положение точки. Ну, очевидно, что она будет находиться вот здесь. Это будет точка 6. Подпишем эту точку. Так, 6, проекция 1. Ну, перенесем поближе. Так, и теперь давайте подумаем. Значит, у нас будет идти линия так 1, 2, 3, 4, 5 и далее пунктиром до точки 5 и опять она сплошная. Ну вот теперь осталось нам что сделать? Изобразить вот эту линию пересечения. Линию пересечения, ну кривой будем изображать.
И начнем мы с точки 5, потом вот это 4. Так, только сделаем толстой линией. Значит, 1, 2, 3, 4 точка. Потом это далее. Вот здесь, 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 здесь и ведем. Так, посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, оказывается, видите, как она выглядит. А теперь дальше давайте мы проведем это, но уже мы сделаем линию пунктирную. И опять же проведем ее так. От точки 5 до точки 6 и обратно до точки 5. О, вот получилось, что у нас. Что у нас получилось? Вот это получилась линия пересечения. Ну, с обратной стороны вот здесь что? Строится она точно так же, да? Точно так же, но я строить ее не буду, да, ну, чтобы время не терять. Как мы здесь строили, точно так же плоскости проводим, окружности и сносим точки. Вот таким же путем. Ну и здесь остается нам что подумать. Вот эту линию мы будем видеть, да, кусочек конуса, этот будем видеть. Потом тут кусочек не будем видеть, а потом обратно дальше его будем видеть. Да, вот так будет получаться. Вот в принципе и все, да, то, что мы должны знать и как это делать, практически реализовать метод сфер при построении линии пересечения.